Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Приглашаю вас на вязание вот такой простой, но очень интересной и комфортной кофточки. Я вязала эту кофточку по модели Брунелло Кучинелли. Известный дизайнер, который популярен благодаря своим стильным, но в то же время простым и комфортным моделям. Мне очень понравилась эта кофточка благодаря своему узору. Узор напоминает резинку, объемную резинку, но в то же время он полупрозрачный. Этот узор вяжется очень просто и он очень комфортен в носке. Мастер-класс данного узора я представляла в видео. Оставлю ссылку и под видео, и в подсказке. Переходите и смотрите. Данная модель кофточки связана этим узором. Простая, классическая, прямой силуэт, спущенное плечо, треугольный вырез. Отличие в модели дизайнера и моей, то что я сделала классический треугольный вырез, обвязанный резинкой 1 на 1. И вот такой полусвободный рукав, зауженный к запястью. И посмотрите, как смотрится кофточка. Как вы видите, я вязала из синей пряжи. Кофточка такая полупрозрачная, смотрится легко, носится очень комфортно благодаря именно такому полупрозрачному переплетению петель. Использовала я пряжу полухлопок. Это Alize Cotton Gold Практика. У меня ушло на 48-50 размер кофточки 4 мотка или 400 грамм пряжи. Под видео я подробно сделаю описание, какую пряжу и какие спицы использовала. А также в этом видео буду рассказывать, как вязала кофточку именно на свой размер из данных материалов. Обязательно учитывайте плотность вязания, так как узор очень пластичный. Чтобы связать на свой размер, точное попадание, необходимо точно рассчитать плотность вязания. Итак, приступаем к работе. Дорогие друзья, если вам понравилась эта модель, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, это поддержит мою работу. Спасибо за внимание. Дорогие рукодельницы, начинаю рассказывать и показывать, как вязать пуловер по модели Брунелло Кучинелли. В этом видео я расскажу, как я вязала пуловер на свой размер, на свои параметры. Сейчас подробно расскажу, какие материалы использовала, пряжу и спицы, сколько набирала петель, какие делала убавления. Все подробно расскажу, но при вязании модели на себя из своей пряжи вы обязательно вначале должны выполнить образец вязания узора, рассчитать свою плотность вязания и рассчитать, сколько вам нужно набрать петель, чтобы связать кофточку на свой размер. Я вяжу кофточку примерно на 48-50 размер. В ширину кофточка составляет, пуловер составляет 50 сантиметров. Эту ширину вы можете определить либо по своим меркам, либо измерив ширину кофты, которая у вас уже есть. Для вязания я использую пряжу полухлопок средней толщины Alize Cotton Gold Практика. Здесь моточек 100 грамм, в нем 220 метров. Вот такая средней толщины ниточка, пряжа очень приятная на ощупь. Для этой пряжи здесь рекомендованы спицы номер 6-8, но я использую спицы номер 4,5. Вы можете использовать другие спицы, другого номера, другую пряжу, которая вам нравится. И, как я и говорила, связав образец узора, рассчитать количество петель, которые потребуются для вязания
кофточки на ваши размеры. При вязании данного ужора учтите, что он легко меняет свою форму, то есть он очень эластичный. Это такой ажурный узор, что-то среднее между сеткой и резинкой. Поэтому, связав образец, обязательно вначале проведите ВТО или просто отпарьте вязание, и только после этого измеряйте плотность вязания. Коротко покажу, как измерять плотность вязания. Эта деталь у меня уже отпарена. Прикладываем сантиметровую ленту или линейку и измеряем, сколько петель входит в ширину 10 сантиметров. Посчитали это количество петель. Далее мы определяем ширину, на которую нужно набрать, допустим, спинку или перед. У меня в ширину перед или спинка вот составляет 50 сантиметров. Если у вас другая ширина будет, то вы рассчитываете количество петель на требуемую ширину. И уже после расчета начинаете набирать петли и вязать детали кофточки. То же самое выполняем расчет петель для рукава. То есть мы здесь берем измерение будем вязать рукав от низа вверх. То же самое здесь измеряем обхват кисти плюс прибавление на свободу облегания. И измеряем рукав, конечно же, у основания, насколько ширину мы будем вязать рукав. Но об этом я еще подробно расскажу. По своим расчетам я набираю для начала вязания переда и спинки 87 петель. И здесь вначале провязала резинку на высоту 5 сантиметров, чередуя одну лицевую, одну изнаночную. И далее переходила на вязание основного узора резинкой сеткой. Очень напоминает этот узор еще патентную вязку. Он такой объемный, но в то же время вот такой воздушный, полупрозрачный. Как вязать данный узор я подробно рассказывала в другом видео. Выполняйте точно те же самые действия от начала вязания и вяжите деталь. Допустим, я начинаю всегда вязать пуловер со спинки. И вяжите прямое полотно почти на всю длину. Здесь до высоты плеча, когда остается примерно 3-4 сантиметра, начинаем формировать одновременно скос плеча и вырез горловины по спинке. Скос плеча составляет высоту тоже примерно 3-4 сантиметра. Так как полотно такое эластичное, этот параметр немножко так плавает. И для вывязывания скоса плеча и горловины по спинке делим количество петель пополам. Так как нечетное количество петель, с одной стороны 43 петли, с другой стороны 42 петли, для выреза горловины по спинке здесь немножко будут отличаться закрытие петель от центра. Вначале для одной половинки закрываю в одном ряду, в первом ряду 13 петель, затем 2 петли и еще раз 2 петли. Одновременно для скоса плеча закрываю в начале 4 петли и 3 раза по 3 петли. И затем оставшиеся 13 петель в последнем ряду закрываю по верху плеча. Затем, выполнив одну сторону, присоединяйте нить к другой стороне плеча и провязывайте, выполняя убавление. Только здесь вначале закрывайте от центра горловины 12 петель и 2 раза по 2 петли. И здесь те же самые убавления, и получается вот такой вырез горловины и скос плеча. Все, связав спинку, переходим на вязание переда.
по передней стороне мы будем выполнять треугольный вырез. Дорогие рукодельницы, при вязании переда я довязываю кофточку снизу вверх до низа выреза по горловине, и здесь уже все петли делю четко пополам. Так как нечетное количество петель, центральную петлю я снимаю на булавку, переснимаю. И теперь буду вязать отдельно правое и левое плечо. И смотрите, здесь, довязав вот до низа выреза, я считаю, сколько мне осталось провязать рядов до верха плеча. Я посчитала, что примерно 32 ряда мне осталось, и мне необходимо за 32 ряда убавить 16 петель. Здесь мы уже центральную петлю не считаем, то есть 12 и 4, всего 16 петель, чтобы у нас вырез по передней части был точно такой же, как и по спинке. И значит, я буду делать убавление каждый 4-й ряд или каждый 2-й изнаночный ряд или каждый 2-й лицевой ряд, как вам удобнее. Смотрите, здесь я провязала вот первый ряд до центральной петли, центральную петлю сняла, далее поворачиваю работу наизнанку и начинаю вязать как бы 2-й изнаночный ряд плеча. Первую петлю снимаю и следующие 2 петли провязываю вместе 1 изнаночной. Далее вяжу узор по рисунку. Здесь провязываю 3 изнаночных, петлю снимаю, 3 изнаночных, петлю снимаю. То есть продолжаем вязать узор, вписывая убавление в рисунок. Итак, я заканчиваю этот ряд. Далее в следующем ряду провязываю лицевой ряд без убавлений, изнаночный ряд без убавлений, еще один ряд без лицевой, без убавлений, и только в 4-м ряду буду делать еще такое же убавление. И здесь петельки, вот смотрите, при провязывании 2 петель вместе 1 изнаночной, вот они идут вот с таким направлением, как сказать, в сторону выреза. По другой стороне я покажу, как вывязывать убавление и как вязать 2-е плечо. Дорогие рукодельницы, я заканчиваю вязать 1 плечо, формирую треугольный вырез горловины. И смотрите, я довязала до скоса плеча, до начала скоса плеча. По вырезу горловины я сделала уже 15 убавлений. Каждый 4-й ряд делала по изнанке убавление, провязывая 2 петли вместе 1 изнаночной. И вот по схеме еще один раз мне нужно сделать убавку по вырезу по горловине. И последние 4 ряда для скоса плеча буду убавлять в каждом лицевом ряду. Вот сначала 4 петли в 1-м ряду и затем 3 раза по 3 петли. И вот так вот, сравнивая переднюю часть со спинкой, я вижу, что я довязала до начала скоса плеча и начинаю формировать скос плеча. Также можно, конечно, считать количество петель, которые должны остаться вот до начала скоса плеча, и после этого делать уже убавление. Убавляю я петли просто, провязываю лицевую петлю и
перекидываю предыдущую петлю. Одна петля убавлена. Вторая петля, провязываю лицевой и перекидываю предыдущую. 2 петли закрыто. Третья петля, закрываю, и четвертую петлю закрываю. Далее вяжу узор по рисунку. Сразу вижу, что здесь идет петля на ряд ниже лицевая, накид, 3 петли вместе, так чтобы центральная петля была впереди, накид, и далее продолжаю вязать узор к вырезу горловины. Таким образом я довязываю плечо и перехожу на вторую часть, на второе плечо. Я закончила вязать одно плечо передней части и перехожу ко второй стороне. Здесь идут в работу оставленные петли на спице, центральная петля, снятая на булавку, пока не участвует в вязании. Мы ее будем использовать только при обвязывании уже треугольного выреза горловины. И для вязания второй части, так как у нас в последнем ряду вязания шло по лицевой стороне, я присоединяю нить у центра и начинаю вязать узор. И здесь сразу в первом ряду буду делать убавление для выреза горловины. И поэтому для второй стороны, для второго плеча убавление буду делать каждый второй лицевой ряд. То есть для первого плеча я убавление делала для выреза горловины по изнанке. Здесь буду делать по лицевой стороне, так будет удобнее. Первую петлю, как кромочную, я снимаю. И далее 2 петли провязываю вместе одной лицевой. Причем вот петельки я первую петельку переворачиваю, ввожу в центр спицу и за вторые стеночки провязываю 2 петли одной лицевой, чтобы вот петля шла с наклоном в левую сторону. И далее начинаю вязать узор по рисунку. Смотрите, по рисунку идет 3 петли вместе, но здесь я буду делать 2 петли, так как здесь мы сделали убавку. Если я сделаю накид, то эта убавка у меня в узоре не засчитается, поэтому я провязываю 2 петли вместе. Также поворачиваю, разворачиваю петельку и за вторые стеночки провязываю 2 петли вместе. После делаю накид, то есть количество петель 2 мы провязали одной и восполнили накидом вторую петлю. Если бы я перед сделала накид, провязала бы 3 петли вместе и после накид, то у меня убавка для выреза горловины бы не засчиталась. И далее продолжаю вязать узор. Следующая лицевая на ряд ниже, накид, здесь уже полноценный раппорт, провязываю 3 петли вместе и после делаю накид. И так вяжу узор к плечу. Далее мы продолжаем вязать вторую половинку тоже как обычно. Как я и говорила, по лицевой стороне делаем убавки для выреза горловины каждый, то есть через один лицевой ряд. И продолжаю вязать до скоса плеча. Скос плеча формирую точно так же, как и первое плечо. То есть по той же схеме убавляем в последних 4 лицевых рядах 4 петли и 3 раза по 3 петли. И затем закрываем оставшиеся петли. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать перед и спинку и соединила эти 2 детали по плечевым швам и по бокам. Оставила только место для рукавов. И на данном этапе уже можно примерить
основную часть кофточки, посмотреть свободу облегания, достаточно ли вы оставили прорези для рукавов. И сейчас я начинаю обвязывать вырез горловины. До обвязки вырез горловины смотрится некрасиво. Он достаточно широкий. И я буду обвязку выполнять резинкой 1 на 1, формируя треугольный вырез. И убавление буду делать по центральной части. А сейчас я пока набираю петли по вырезу горловины. Для вязания планки по горловины я использую спицы, круговые спицы на чуть меньше, чем основные спицы. Если я вязала основной узор, основные детали спицами номер 4,5, здесь у меня спицы номер 4, то есть они чуть тоньше. И сейчас по передней стороне, здесь я набрала петли до низа треугольного выреза. Вот эту центральную петлю, которую я снимала на булавку, я ее переснимаю на спицу. И далее по второй боковой стороне продолжаю набирать петли. Петли я набираю простым способом. Ввожу спицу за кромочные петельки и вытягиваю новую петлю на спицу. За 2 полупетельки ввожу спицу и вытягиваю новую петельку на спицу. И так быстро набираю петли по кругу. Начинаю обвязывать горловину. Горловину буду обвязывать резинкой, чередуя лицевую и изнаночную петлю. Повторяем: лицевая и изнаночная. На центральной петле, которую мы отмечали, оставляли булавку. Я ее специально не сняла, чтобы не сбиться. И относительно этой петли будем делать убавление. Каждый ряд в центре убавляем 3 петли, провязывая их вместе одной лицевой, так чтобы лицевая петля оставалась сверху. Для этого переснимаем петлю до центральной и центральную петлю так, чтобы центральная петля оказалась впереди. И затем провязываем их вместе одной лицевой за вторую стеночку. И вот эта петелька оказывается сверху. В каждом ряду делаем такое убавление. И далее начинаем вязать планку резинки планку горловины по узору резинки. Далее после лицевой, вот здесь у нас тоже идет изнаночная, значит следующая петля идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Это первый ряд. Второй ряд мы все петли выполняем по рисунку петель. То есть над лицевыми вяжем лицевые петли, над изнаночными вяжем изнаночные петли. И так я буду вязать планку нужной ширины. И вот я уже завершаю обвязку горловины. Выполнила планочку 10 рядов и закрываю петли. Закрываю петли простым способом, чтобы по краю вот был ряд лицевых петелек. Провязываю петлю лицевой и предыдущую петлю перекидываю через провязанную. И так закрываю все петли. Дорогие рукодельницы, я заканчиваю вязать свою кофту и рассказываю последние моменты вязания. Как вы видите, у меня полностью уже обвязан вырез для горловины. Я связала один рукав, и сейчас мне осталось только вшить рукав во вторую пройму. Расскажу, как вязать рукав.
Для рукава я оставляла пройму высотой примерно 21 сантиметр. Смотрите, вы можете сделать рукав шире, оставляете больше отверстия, допустим, даже 25 сантиметров. И вот этот вот размер будет конечным конечной шириной вязания рукава. То есть здесь ширина рукава, поделенная пополам, равняется ширине проймы. То есть рукав вписывается вот в это оставленное отверстие и затем вшивается. Рукав простой формы. Начинаем вязать от низа, от запястья. И здесь при вязании рукава вначале вы тоже должны определить, какой ширины у вас в начале будет рукав. Я вязала рукав по руке. У меня рукав получился, можно сказать, зауженный. Здесь у меня точно идет по запястью отверстие. И вначале я набирала всего 35 петель, вязала резинку для манжеты и далее переходила на вязание узора сеточкой. И для расширения рукава через каждый, получается, второй лицевой ряд делала прибавление с двух сторон. Итак, я делала прибавление равномерно до нужной ширины рукава. Все расчеты, сколько петель набирать, сколько делать прибавок, на какую длину вязать рукав, сколько рядов, вы должны определить по своей плотности вязания. У меня рукав получился в длину, сейчас я вам скажу, 45 сантиметров. Вы можете вязать по своим меркам. И сейчас я закрываю петли и вшиваю рукав в пройму.